Всем привет! Меня зовут Верисали. В этом видео я расскажу, какие обновления ждут нас в Mist of Pandaria. Новый контент, новые механики и, как всегда, сонаридить легко. Приятного просмотра! В Mist of Pandaria нас ждет обновленное окно создания персонажа. Вместо классической схемы с фракцией, расой, классом и внешностью, расположенными слева и справа, интерфейс стал более компактным и современным. Теперь слева выбор фракции и расы, справа выбор класса, и по центру, как и было, живое 3D-превью персонажа, который обновляется в реальном времени. Также появилась возможность скрыть описание рас и классов, если они мешают обзору. Самое важное – улучшена кастомизация. Добавлены новые прически, лица, цвет кожи и прочее. А благодаря увеличенному превью теперь намного удобнее настраивать облик персонажа под себя. Это первый шаг Blizzard к более персонализированному подходу к созданию персонажа. В Катаклизме интерфейс был более техническим, и теперь он стал визуально ориентированным. В Mist of Pandaria появляется новая раса – пандарены. Это первая и единственная нейтральная раса, которая до 10 уровня не принадлежит ни Орде, ни Альянсу. После стартовой зоны скитающийся остров игрок сам выбирает, к какой фракции присоединиться. Этот выбор окончательный и влияет на сюжет, квесты и рейды. Вместе с ними в игру добавляется новый класс – монах. Это гибридный класс, который может танковать – спек брюмастер или хмелевар, лечить – ткач туманов и наносить урон в ближнем бою – танцующий с ветром. Монахов отличает мобильность, использование энергии и ци, а также уникальные анимации, боевые стойки, удары ногами и телепорты. Монах – первый класс с ресурсом ци, аналог комбо-поинтов, но на себе. 90 уровень – новый максимальный уровень в игре. Подземелья получили 3 уровень сложности режим испытаний. Это настоящий вызов даже для опытных игроков. Что это такое? Это особый таймерный режим всех 9 подземелий максимального уровня. Задача – пройти инст как можно быстрее, уложившись в бронзовое, серебряное или золотое время. Уровень вашей экипировки принудительно снижается до 463, для всех одинаковый. Нет очереди ЛФГ, нужно собирать пати вручную. Режим испытаний – это не просто ПВЕ, это соревнование на скорость, координацию, скилл. Здесь важно все – пулы, сейвы, контроль и тайминг. За серебро победитель в испытаниях серебро и маунт – древнее яйцо Феникса, которое можно обменять у НПС Sky Featherfall в Шадопане на одного из 4 фениксов разных цветов. Если вы успешно завершите подземелье режима испытаний на золотое время, вы получите сразу 2 ценные награды. Уникальный трансмог-сет для каждого класса, анимированные, стилизованные под класс доспехи. Эти сеты невозможно получить позже, они были эксклюзивными. Если ты видишь игрока в таком сете, знай, он затащил все 9 инстов на золото. А также персональные телепорты в подземелье. За каждое подземелье, пройденное на золото, вы получаете отдельный телепорт прямо к его входу. Телепорты находятся в закладке способности, как и телепорты мага. Это персонально удобная способность, особенно полезная для альтов и фарма. Вы можете использовать их вне боя и вне инстов, без кулдауна между подземельями. Например, если вы прошли монастырь Шадопан на золото, у вас появится способность телепортироваться прямо к его входу. И приятный бонус – все награды открываются на аккаунт, а не только на текущего персонажа. Сценарий – это новый тип ПВЕ контента, впервые появившийся в Mist of Pandaria. Это короткие инсты на 3 человека, где нет ролей танка или хила, все равны. Важен скилл и командная работа. На старте при патче у нас будет доступно падение Терамора. Это единственный доступный сценарий в припатче. Он рассказывает предысторию конфликта между Альянсом и Ордой. Доступен через ЛФГ и напрямую через квест. Проходится быстро, дает немного золота и предметы, в том числе уникальные при первом прохождении. В полной версии МОБ появляется еще 6 сценариев.
Каждый из них самостоятельная история во вселенной Пандарии, рассчитана на группу из 3 игроков. Можно войти через инструмент подбора группы и квестовый НПС, если хотите пойти с друзьями. В сценариях нет требований к составу, можно идти даже 3 ДД. Награды. Эмблемы доблести в начале справедливости. Золото и опыт, если не на 90 уровне. Иногда ящики с рандомным лутом, редкие вещи, профессии, маунты. И ачивка за прохождение всех сценариев и выполнение бонусных целей. Также нас ждут 2 новых уникальных поля сражений, которые полностью ломают привычные шаблоны захвата баз и флагов. Это динамичные, нестандартные и быстрые БГ, где решают не только тактика, но и мобильность. Храм Катмогу. Это арена с 4 сферическими артефактами, которые нужно подобрать и удерживать. За каждую сферу команда получает очки, пока она удерживается игроками. Чем больше сфер у вашей команды, тем быстрее набираются очки. Также, чем дольше ты держишь сферу, тем больше урон получаешь. Игрок с артефактом становится приоритетной целью. Очень динамичная БГ, без стационарных точек, вся битва в движении. Кстати, это мое любимое БГ, экшен не прекращается ни на секунду. Сверкающие копи. Команда сражается за контроль над вагонетками, которые движутся по рельсам. Ваша задача занять вагонетку и сопроводить ее до точки назначения, получая очки. Битвы проходят на перекрестках и поворотах, где можно перехватывать вагонетки. Тактические маневры и перехваты решают исход боя. Точки спауна вагонеток меняются так, что команда должна постоянно адаптироваться. Новая PvP-арена, арена Толвер. Арена расположена в духе древней цивилизации Толвера. Пески, камень и обелиски. Поле боя представляет собой широкое открытое пространство, почти симметричное. В центре арены расположены 3 статуи, образующие треугольник. Эта арена подходит тем, кто любит открытые и прямые бои. С выходом предварительного патча Пандарии нас ждет полная переработка талантов и глифов. Это одна из самых заметных системных изменений в аддоне, и она серьезно влияет на стиль игры всех классов. Новая система талантов. Вместо привычного древа талантов теперь у нас сетка из 7 рядов, и в каждом по 3 варианта на выбор. Один ряд открывается каждые 15 уровней, то есть 15, 30, 45, 60, 75 и 90. При патче только до 85 уровня. Вы не привязаны к специализации, можно выбрать любой талант из доступных в ряду, независимо от спеков. Это делает билд гибким и ситуативным. Можно менять под босса, арену или фарм. Таланты можно сбросить в любой момент, используя стирающий порошок. Теперь ты выбираешь не ветку, ты выбираешь стиль игры. Обновленные символы. Основные символы остались и влияют на механику класса, бафы, откаты, эффекты умений. Второстепенные символы маленькие, чисто визуальные или забавные, например, символ дождя из жаб, делает каст дождя таким, как будто падают лягушки. Итог, что это дает? Гибкость. Теперь билды легко адаптируются к ситуации. Доступность. Больше нет сложных ротаций, сложенными в 3 дерева. Персонализация. Можно настроить не только силу, но и стиль. Катаклизмы спорили, кто в какой ветке. Пандария мы спорим, какой талант лучше взять под этого босса. Настройки стали гибкими, и это офигенно. С выходом Пандарии нам наконец-то добавят фамильные ноги, которые все так ждали. Увеличивают получение опыта на 10%. Также нам добавляют новые гильдейские бонусы, такие как доктора вызывали, время вышло и лети как ветер, а также сверхурочные. В то время как коллекционирование питомцев было хобби для игроков со времен ванила, Mists of Pandaria выводит его на новый уровень. При патче игроки смогут тренировать своих питомцев, повышать их уровень и ловить диких питомцев по всему миру. Каждый питомец будет принадлежать к одному из 9 семейств, что даст им различные расовые пассивные способности. Кроме того, питомцы будут открывать новые способности по мере повышения уровня. При этом у каждого питомца будет в общей сложности 6 способностей, и 3 из них будут активны в любой момент времени. Боевые питомцы будут повышать свой уровень, сражаясь с дикими питомцами по всему Азероту. При этом каждая зона будет иметь свой уровень. Стартовые зоны, такие как Элвинский лес и Доротар, будут начинаться с 1 уровня, и каждая зона будет постепенно повышаться. Максимальный уровень боевых питомцев это 25.
Одно из самых практичных и долгожданных нововведений Mists of Pandaria — система массового сбора добычи. Теперь вы можете убить группу мобов и получить лут со всех сразу, кликнув по одному из них. Как это работает? Убиваете пачку мобов в радиусе, лутаете любого из них, и вся добыча с остальных автоматически собирается и попадает в инвентарь. В Катаклизм приходилось бегать от трупа к трупу, кликая каждого вручную. Это было особенно неудобно при фарме или АОЕ зачистке. С Mist of Pandaria инвентарь стал намного легче в прямом смысле. Теперь у персонажа только 2 слота оружия, левая и правая руки. Третий слот удален, куда раньше помещались реликвии, жезлы или оружие дальнего боя. Что изменилось? Удален отдельный слот для оружия дальнего боя, то есть луки, арбалеты, огнестрелы. Реликвии у паладинов, ДК, друидов и жезлы у магии, крестов и локов. Теперь эти предметы надеваются в основную руку, как обычное оружие. Классовые особенности: охотники больше не носят ближнее оружие. Лук, арбалет и ружье всегда в правой руке. Можно стрелять в упор, никакой минимальной дистанции. Маги, престы и локи. Жезл теперь полноценное оружие, а не вспомогательный предмет. Реликвии превратились в бесполезный мусор, который можно продать торговцу. Почему это удобно? Инвентарь стал проще, меньше категорий, меньше путаницы. Балансировка упростилась, все классы работают с понятной системой экипировки. Игровой процесс стал логичнее, у охотников теперь всегда есть оружие в руках, а у престов и заклинателей жезл — это не просто декор. Охотники с мечом и луком одновременно — это было максимально странно, теперь все на своих местах. Прокачка становится намного удобнее и быстрее. Теперь не нужно бегать к тренеру каждый раз, когда вы получаете новый уровень. При достижении нужного уровня способности изучаются автоматически, неважно, где вы находитесь, в городе, в инсте или на БГ. Все происходит моментально. Вы апнулись, и новое умение уже в вашей книге заклинаний. Катаклизм, чтобы получить новое умение или улучшение старого, приходилось возвращаться в столицу и искать нужного тренера. Это замедляло прокачку и сбивало темп. Теперь прокачка стала непрерывной, можно двигаться по сюжету, не отвлекаясь. Никаких пропущенных способностей, все приходит точно по расписанию. И экономия времени особенно важна на старте аддона или при прокачке альтов. Blizzard добавляет в игру черный рынок, где редкие предметы периодически генерируются и выставляются на специальный аукцион, на который игроки могут делать ставки. Игроки не могут выставлять предметы самостоятельно, вместо этого они генерируются сервером и выставляются внутриигровым НПС. В Mists of Pandaria очки справедливости и очки доблести стали ключевыми валютами для улучшения вашей экипировки, делая процесс прогресса более гибким и удобным. Очки справедливости зарабатываются за нормальные подземелья, ежедневные задания, некоторые PvP-активности, используются для покупки предметов низкого и среднего уровня и улучшения экипировки примерно 463 уровня и ниже. Улучшение повышает уровень предмета, делая его актуальнее для текущего контента. Идеально подходит для игроков, которые пока не готовы к героическим подземельям и рейдам. Очки доблести зарабатываются за героические подземелья, рейды и сложные PvP активности. Используются для улучшения экипировки высокого уровня предметов от 476 айтем левела и выше. Грейд предметов с 476 до максимального уровня, доходящего до 509. Механика улучшения. Постепенное повышение уровня предмета через несколько этапов апгрейда позволяет сохранить любимое снаряжение, повысить его мощь без замены. Как итог, больше контроля над прогрессом. Сами решаете, что улучшать и когда. Плавный переход между уровнями контента и стимул к активной игре. Фармите нужные валюты для прокачки экипировки. Теперь мой сет не устаревает резко, а становится сильнее вместе со мной. С выходом Mists of Pandaria в игру возвращается старая, но всеми любимая концепция — мировые боссы. Это гигантские враги, которые обитают прямо в открытом мире и требуют рейда игроков, чтобы победить их. Есть 2 босса — Ша Злости и Галеон. С них дропаются маунты, ультраредкие, а также шмотки. Боссы появляются раз в несколько часов, не по расписанию, нужно отслеживать. Доступен 1 лут в неделю с каждого босса.
Требуется большая группа игроков, что часто спонтанные рейды прямо на месте. Есть макрос для проверки, убивали ли вы Ша на этой неделе текущим персонажем. Ставлю макрос в описании. Для любителей достижений добавлены новые достижения по типу «Найти сокровища». Скорее всего, появятся удобные викауры для поиска сокровищ, как на ритейле. С выходом Mists of Pandaria Blizzard добавила в игру новое занятие – огород. Теперь каждый игрок может почувствовать себя настоящим фермером и выращивать полезные ресурсы прямо у себя на участке. Что можно делать на огороде? Сажать овощи, травы и другие растения, выращивать ресурсы для кулинарии, алхимии и других профессий, получать ежедневные задания от фермеров и улучшать участок, удалять сорняки, поливать грядки и бороться с вредителями почти как в реальной жизни. Локация – долина четырех ветров, полугорье. Для начала нужно выполнить цепочку заданий от местных фермеров. Зачем же нужен огород? Позволяет экономить ресурсы, не нужно бегать по миру за травами или ингредиентами. Помогает прокачивать кулинарку и репутацию с фракциями Пандарии. В Mists of Pandaria была введена новая система бонусные броски, которая дает игрокам дополнительный шанс получить редкий предмет с босса. Как это работает? После успешного убийства рейдового босса за неделю вам предлагается использовать жетон бонусного броска. Появляется окно с возможностью сделать бонусный бросок или пропустить его. Если решите бросить жетон, получите либо золото, либо предметы с таблицы добычи босса, который подходит под вашу специализацию добычи, то есть под класс и роль персонажа. Если не хотите использовать жетон, можно отказаться, он сохранится до следующего использования. Где взять жетоны? Жетоны бонусного броска можно получить в рейдах, подземельях, а также через задания и события. Обычно это расходуемый предмет, поэтому используйте их с умом. Зачем же нужна эта система? Она позволяет увеличить шансы на редкие и желанные предметы без необходимости переубивать босса, делает фарм рейдов более гибким и справедливым, позволяет игрокам чувствовать себя более вовлеченным в получение наград. С бонусными бросками, даже если не повезло с первого раза, у тебя есть всегда второй шанс. Теперь максимальный уровень профессий Дзен Мастер, который апается до 600-го айтем левела. С выходом Mists of Pandaria в игру добавлен уникальный маунт, который сразу завоевал любовь игроков – лазурный водный долгоног. Он бегает по воде. Прокачав репутацию с фракцией рыболовы до превознесения Уната Пегла, вы можете купить этого маунта. Эта фракция находится в красаранских джунглях в деревне рыболовов. Первая фаза Туманов Пандарии. Что нас ждет с 21 июля? С выходом первой фазы дополнения Mists of Pandaria игрокам откроется огромный новый контент и возможности прокачки, что будет доступно с 21 июля. 3 рейда, испытания для самых сильных и смелых героев, 9 подземелий для групп от 5 человек с новыми механиками и наградами, 2 поля боя, новые PvP локации для сражений между фракциями, 1 арена для командных боев, 6 фракций для репутации с уникальными наградами и заданиями, режим испытаний, новые PvE задачи с особыми уровнями. Сценарий – короткие групповые квесты с интересным сюжетом. Прокачка до 90 уровня и новая система талантов. Максимальный уровень теперь 90. С новым уровнем вам откроется дополнительный ряд талантов вместе с переработанной системой из припатча. Теперь билд станет еще более гибким и позволит настроиться под любые задачи. Новый навык полета – мудрость четырех ветров. Как и в Толкая Катаклизм, теперь в Пандарии появится навык полета. Его можно изучить в столице вашей фракции, достигнув 90 уровня. Полеты значительно упростят передвижение по огромному миру Пандарии. Сеть порталов. В каждой столице появятся порталы, соединенные с большинством крупных городов вашей фракции. Это ускорит путешествие и сделает перемещение по Азероту гораздо удобнее. С выходом Пандарии игра становится еще масштабнее и удобнее, времени хватит и на исследование, и на битвы. Делитесь своим мнением по поводу выхода Пандарии и новых обновлений в комментариях, а также не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.